Hello guys, this is Natasha from Russia and today's episode is about Kommunalka. How do people live in the center of St. Petersburg? I live in St. Petersburg, the city which is considered one of the most beautiful cities in Europe, and each building here is kind of masterpiece of architecture. I live here all my life and most of my friends live here in the center. We don't live in actually fancy places as many of you might think. I came to my friend to show you how most of Russian people live in St. Petersburg. Привет! Привет! Заходи. Большинство людей в Питере живет в таких квартирах. Это старый фонд. В одной квартире живет много людей. Очень часто это много семей в разных комнатах. И у нас есть зоны, которыми мы пользуемся все вместе. Здесь у нас кухня. У нас есть своя плита. Это плиты соседей, раковина. Тут мы готовим. Есть соседская посуда, которой мы можем пользоваться. Холодильника у нас нет. Мы можем хранить какие-то продукты между окнами. Там прохладно, потому что сейчас еще холодно на улице. Что вы летом делаете? Не знаю, летом мы тут еще не жили. Это стена в ванную, во вторую. У нас 2 ванны. Из-за этого никогда, в принципе, не бывает очереди в ванную. И вот эту стену все поменяли. Наш сосед, он очень хороший мастер, и он сам делал. Из-за того, что тут живет много людей, в ванне всегда чисто, потому что это считается неприлично после себя грязную ванну оставить. С одной стороны это плюс, а с другой стороны небольшой минус, потому что если тебе лень убирать, но все равно приходится. Пойдемте покажу вам туалет. Еще такая тема, что у каждого свой стульчак. Да? И у каждого еще есть своя туалетная бумага. Да. Также у каждого свой счетчик электричества. Вот здесь, вот от этой комнаты, один отсюда и один наш. Мы снимаем здесь 2 комнаты. Это была одна большая комната, которую разделили перегородкой на 2 части. Здесь одна. Тут дети развлекаются. И вторая комната. Тут видно, что раньше было 2, чтобы раньше была одна, потому что лепнина идет вот так вот. Как будто бы ее отрезали. И, собственно, это еще один плюс старого фонда. Высокие потолки и лепнина, красивая архитектура, вот такие окна. Это исторический центр. И снять полностью квартиру в историческом центре не все могут себе позволить. Но благодаря коммуналкам мы можем в них жить, потому что мы снимаем просто пару комнат. Какие есть плюсы проживания в коммуналке? Ну, прежде всего, это низкая цена. 16 тысяч рублей в месяц. За такие деньги нельзя снять квартиру, даже однокомнатную в центре Петербурга. Даже студию нельзя снять. Это как минимум от 20 тысяч, как правило. Проживание в историческом центре города. В старом фонде. Это дома дореволюционной постройки. Здесь высокие потолки, очень толстые стены, что дает очень хорошую шумоизоляцию. Здесь много парковочных мест, потому что максимальная высота здесь, как правило, 5-6 этажей. Соответственно, квартир не так много. Единственный минус, что нет лифта.
такое часто бывает в старом фонде, но у нас всего 3-й этаж, поэтому мы ходим пешком. Расскажи немножко о взаимодействии между соседями. В чем плюсы иметь соседей? Плюсы в том, что если, например, тебе скучно, всегда можно выйти в коридор, на кухню, пообщаться. Всегда, если, допустим, закончился сахар или просто нечего есть, соседка добрая всегда накормит. Один сосед занимается ремонтом, и он может помочь что-нибудь починить, если что-нибудь сломалось. Поскольку нет холодильника, мы храним продукты вот так вот за окном. И однажды я купила курицу и положила ее в этот пакет, и, видимо, чайка, она почувствовала запах, прилетела и стала теребанить этот пакет. Хорошо, я была дома и увидела, но не увидеть ее было невозможно, потому что размах ее крыльев был больше, чем проем этого окна. Ты знаешь, что самое интересное, что когда наши дедушки и бабушки жили, не было холодильников в Советском Союзе. И Да, они все хранили... так же, да. Добро пожаловать в 21 век! Communal apartments appeared in Tsarist Russia, but the term communal apartments was created in Soviet epoch. The government considered that 9 square meters is enough in 1919, but in 1927 this norm was 5.7 square meters. If the room was larger, a resident was obliged to find a neighbor during 2 weeks. In other case, any stranger can be assigned to live with him or her. Basically, communal flat, коммуналка, is a shared flat for many people. People who have different rooms and they share their toilet and bathroom and kitchen. Even my family lived here in communal flats. We had 3 rooms and 4 of us, me, my dad, my mom and my brother, were living in 1 room. And other 2 rooms belong to 1 old lady. Many famous people, famous writers, famous painters, and all of these amazing people were living in коммуналка here, even during Tsar time. So коммуналка is kind of a cultural thing of St. Petersburg. St. Petersburg is very famous of it. You can say it's a part of our culture. In the 1950s, Soviet leader Nikita Khrushchev introduced a massive urban housing project that built housing blocks across the Soviet Union. Tens of thousands of families living in communal units were moved out into their own apartments. Many of them were outside of the city center. In other cities like Moscow, this largely ended the kommunalka, but in St. Petersburg, hundreds of thousands remain in the historical buildings in the heart of the city.